Национальный центр «Россия» – пространство гордости за свою страну и людей, которые в ней живут. Аналогов ему в мире нет. Здесь работает постоянная экспозиция «Путешествие по России». Это наглядная демонстрация достижений нашей страны в прошлом и настоящем. С момента открытия Национального центра в ноябре 2024 года прошло более 10 выставок. Мы сотрудничаем с лучшими производителями страны. В универмаге «Россия» можно найти продукцию, созданную руками и сердцем. В гастрономических рядах представлены кухни народов России. Через вкус можно многое узнать о стране, ее традициях и культуре. Национальный центр – это сотни культурных, образовательных, деловых и международных событий, важных для всего мира. Мы соединяем сердца на первом, единственном в мире свадебном фестивале. Это бережное сохранение традиционных семейных ценностей. Мы бережно храним память о подвигах героев и объединяем людей со всех уголков России, создавая живую связь прошлого, настоящего и будущего. Особое внимание уделяем молодежи и развитию их профессиональных навыков. В школах юного экскурсовода и журналиста мы признаемся в любви к родине. В 2029 году откроется новое здание Национального центра в Москве. Ну что, добрый вечер, дорогие друзья! Громче, громче, громче! Вновь приветствуем вас в Национальном центре России на Всероссийском студенческом выпускном 2026. С вами по-прежнему Юлия Козлова, и пришло время подводить итоги этого насыщенного праздничного дня. Дорогие друзья, я вас не слышу. Вы выпускники, вы здесь? Знаю, что можете лучше. А давайте по секторам. Правый сектор, вы здесь? Прекрасно. Левый сектор, вы с нами? Центр, а как ваша энергия? Ну а теперь все вместе! Но вот уже лучше настроение у нас приподнято, и это радует. Напомним, что слоган Всероссийского студенческого выпускного 2026 «Энергия будущего». Именно он отражает главную мысль: завтрашний день не случится сам по себе. Он складывается из решений, которые вы принимаете здесь и сейчас. И для того, чтобы увидеть, каким вы сегодня представили свое будущее, я приглашаю на эту сцену Владислава Лобанова, заместителя руководителя Всероссийского студенческого проекта «Твой ход». Именно Владислав расскажет нам о итогах сегодняшней программы всех направлений. Владислав, рада приветствовать вас. Спасибо, Юля. Вам Добрый слово. вечер, друзья. Ну что ж, это был плотный день совместной работы. Вы в 4 направлениях определяли свое видение будущего. Вы определяли тренды, угрозы и то, что вас ждет впереди в ближайшие 10-15 лет. Мы с командой все это собрали, проанализировали и использовали, естественно, искусственный интеллект для того, чтобы показать вам этот образ, который вы представили нам сегодня глазами выпускника 2026 года. Готовы увидеть? Супер! И я немножко буду подсматривать в свои заметки, потому что, условно, это то, что мы собрали здесь и сейчас, только что. Поэтому мы покажем вам этот результат. И, конечно, первое направление – это молодежная политика будущего. Я здесь чуть-чуть выйду. Друзья, кстати, молодежная политика будущего. Похлопайте, где вы? Супер, вот она энергия и инициативность, как раз то, как вы видите через 10-15 лет свою сферу. Во-первых, да, уходят отчеты, больше работы с людьми, да, бюрократия немножко уходит на задний план. Образование, да, больше будет связано с рынком труда. Студенты получают стажировки, а выпускники – первые рабочие места. Молодежь участвует вообще практически во всех сферах принятия решений, а голос учитывается на всех уровнях. Ну и, конечно,
Молодежная политика в России становится ярким и истинным примером. И здесь у нас, видите, мы и жилищные вопросы, да, которые тоже переходят в сферу молодежной политики. Это стажировки, это то, как вы, собственно, можете влиять. Это гранты, поддержка, команда и, конечно же, развитие. Спасибо за такой позитивный, яркий образ и опыт. Поэтому, друзья, поаплодируйте еще раз. Молодежная политика, будущее себе. Следующее направление – это творчество будущее. Оно, конечно же, выглядит в том числе с применением, да, и современных технологий. Вы видите, сколько это графики, монтажа, компьютерной анимации в том числе. И, конечно же, независимо от места, возраста или профессии, можно создавать, реализовывать и монетизировать, главное, да, свои идеи. Искусственный интеллект, естественно, ваш помощник, но главное – авторский стиль и оригинальность. Ну и, конечно, человеческое воображение. Творческие профессии становятся суперпрестижными, хорошо оплачиваемыми и признанными наравне с научными и техническими. Поэтому, друзья, творчество, еще раз поаплодируйте сами себе. Спасибо вам за сегодняшнюю работу. Но мы желаем вам, чтобы это точно сбылось. Следующее направление – медиа. Через 10-15 лет медиа, конечно же, становится самым и более открытым, становится безопасным пространством. Искусственный интеллект тоже упоминается. Конечно, искусственный интеллект освобождает вас от рутины, но главное – творчество, доверие и авторство. Контент конкурирует, да, много контента на самом деле, но главное и качество, и глубина, и польза, а не так называемый кликбейт. Работа в медиа становится вдохновляющей, даже супер вдохновляющей написано. Аудитория получает свободу выбора, прозрачность и новые способы взаимодействия с реальностью. Медиа, поаплодируйте еще раз себе. Спасибо вам тоже за эту работу сегодня. Ну и последняя картинка – это образование, которое становится еще более гибким, престижным и доступным. Самое главное, конечно, мы видим акцент на индивидуальном маршруте обучения. Да? Каждый может выбрать свою траекторию, получить практический опыт, найти свое дело по душе. Учитель, профессионал, безусловно, освобожден максимально от отчетности, а студент – полноправный участник с поддержкой, да, и карьерными возможностями. Искусственный интеллект помогает, но ни в коем случае не заменяет вообще мышление человека и живое взаимодействие. Образование, работодатели, наука и регионы работают как единая экосистема. Ну что ж, образование, похлопайте себе еще раз. И все, друзья, спасибо вам за этот технологичный, человечный, невероятно светлый образ, который вы представляете. И я надеюсь, что вместе с вашей энергией, с вашей силой, это будет именно то будущее, которое мы с вами встретим. И, конечно же, возможно, встретим его и здесь, спустя 10-15 лет, вновь приехав в эти прекрасные стены. Но я не зря остановился на образовании в последнюю очередь, потому что, конечно же, это фундамент становления, да, нашей вообще личности, человека, профессионала. И в том числе это будущее, думаю, будет возможно и, конечно, с нашим и партнером, и с теми, с кем мы сегодня мероприятие проводим. Это Министерство науки и высшего образования. И я бы хотел сейчас для такого заключительного напутствия, да, на нашей церемонии закрытия пригласить человека, который сегодня весь день с нами. Это невероятно показывает такое отношение и к студенчеству, и небезразличие. Я приглашаю сюда заместителя министра науки и высшего образования Ольгу Викторовну Петрову. Добрый день. Точнее, уже почти вечер. Я на самом деле думала, сколько же останется вас до вечера. А вы остались все. Вот что значит. Лучшие из лучших и четко понимающие, что если вот есть такое интересное мероприятие, то надо по максимуму в него окунуться и его воспринять целиком, потому что это, конечно, ну, все важно и не бывает мелочей. Я еще раз благодарна вам за вашу работу, такое вовлеченное действие. И, конечно, хочу пожелать вам удачи, любви, счастья. Творите, создавайте, мечтайте. Все в ваших руках. И мы будем вами гордиться так же, как гордятся вами ваши родители и ваши наставники. И пусть все получится. Поздравляю еще раз.
Ольга Викторовна, вам спасибо. И мы вас поздравляем, потому что вы, конечно, вносите такой вклад в образование. И эти глаза сияющие, которые сейчас смотрят только на вас, тому подтверждение. Спасибо вам за эту только на поддержку. вас, дорогие Друзья, мои. Ольга Викторовна. С праздником нас всех. Спасибо. Да, сегодня вы выпускники, но для каждого из вас точкой отсчета стало 1 сентября. День, когда вы впервые назвали себя студентами. Тогда, согласитесь, вы еще не догадывались, что через несколько лет вы будете здесь, на Всероссийском студенческом выпускном, в Национальном центре России. Верно? Давайте на пару минут заглянем в то самое утро, в ваше прошлое, которое стало фундаментом вашего будущего. Внимание на экран. Кажется, это было совсем недавно. 1 сентября, незнакомые коридоры, новые лица, волнение перед первой парой. Ты еще не знал, где находится нужная аудитория, не знал, кто станет твоим другом, не знал, какие моменты однажды захочется вспоминать снова и снова. Ты просто сделал первый шаг. Тогда впереди было столько неизвестного. Казалось, студенчество будет длиться очень долго. Пары, зачеты, экзамены, первые проекты, важные разговоры и первые, по-настоящему взрослые решения. Но день за днем этот путь становился частью тебя. Ты менялся. Учился не только профессии, учился жизни. Быть смелее, слышать других, подниматься после ошибок, верить в себя даже тогда, когда сомнений было больше, чем уверенности. И рядом были люди, благодаря которым этот путь стал особенным. Преподаватели, наставники, кураторы, те, кто поддерживал, направлял и верил. Иногда они видели в тебе больше, чем ты сам. Были друзья, те, с кем вы делили обычные учебные дни, которые теперь кажутся бесценными. За эти годы ты стал частью своего университета, колледжа, региона, частью единого студенческого сообщества. У каждого из вас своя дорога, свои испытания, свои люди, которых сегодня хочется обнять особенно крепко. И все же в этот день ваши истории встретились. Сегодня мы вспоминаем и завершаем путь студенчества. На Всероссийском студенческом выпускном 2026. Ну что, ностальгия нахлынула? Вспомнили себя, какие вы были тогда, кто-то 4, 5, может быть, 6 лет назад? Совсем юные, только-только пришедшие в этот ваш главный путь. А сегодня вы уже выпускники. Но давайте с вами замкнем круг. Вы только что увидели себя в начале пути, но подходит новое поколение, и те, кто уже совсем скоро переступит пороги ваших образовательных организаций. Уже совсем скоро в вашу аудиторию войдут новые ребята, такие же, как когда-то были вы. И именно вы, прошедшие этот путь, знаете, что им действительно нужно. Ведь это не только советы по учебе, это и слова поддержки, это тепло и, самое главное, вера в себя. Давайте оставим им послание, напутственное послание, живое и личное. Ваши письма станут тем самым зарядом энергии, который поможет первокурсникам поверить в свои силы и с уверенностью пройти этот путь. Приглашаю вас принять участие в акции «Письмо первокурснику». Прямо сейчас вы увидите QR-код на экранах. Доставайте свои мобильные устройства и наводите камеры на этот QR-код, который вот-вот появится. Сейчас вы попадаете на сайт Всероссийского студенческого проекта «Твой ход». Там вас ждет простая, но очень важная форма. Что нужно сделать? Переходим. Чуть-чуть просят уменьшить QR-код, чтобы все смогли перейти по нему. Если такая возможность есть.
Также у вас есть ссылка в чат, вы можете посмотреть, там присутствует QR-код. Подключились? Ждем. Подключились, отлично. Что нужно сделать? Укажите свою фамилию и имя, регион и название вашей образовательной организации. Затем напишите письмо. Важно указать название образовательной организации полностью, без сокращений. Можно не указывать организационно-правовую форму. Но вы можете написать только индивидуальное название вашей образовательной организации. Например, Московский государственный университет. О чем писать, спросите вы? Напишите о главном. О том, что вас поддерживало в трудные минуты. Какой совет вы бы хотели услышать в свой первый день? Какие ошибки не стоит повторять, а какие победы, наоборот, будем повторять из раза в раз? Поделитесь тем, чему вас научила дружба. Что вы поняли про себя, проходя этот путь? И как не потерять веру в себя, в свои силы? Пусть ваши строки первокурсникам будут теплыми, искренними, настоящими, да просто человеческими. Не давайте им наставления, просто поддержите их. И пообещайте им, что все получится. Ведь вы прошли этот путь, и вы знаете, как нужно сделать, чтобы им стало легче на этом пути. Пока вы пишете те самые главные строки, которые поддержат наших первокурсников, Ольга Викторовна, согласитесь, вот когда, глядя на такую молодежь, ты понимаешь, что за наше будущее не страшно. Насколько они красивые, классные, креативные. И так приятно, что со всей России сегодня здесь мы собрались на этом прекрасном празднике. Вот как здорово, что они готовы делиться своей энергией, своим теплом. А вы написали уже? Да? Это письмо обязательно получит какой-то из первокурсников, и ему станет приятно. Ведь когда-то вам тоже, наверное, хотелось бы получить такие письма. Вот мне бы очень хотелось. Приятно осознавать, что такие сейчас у нас есть мероприятия, где мы все воедино. Это так радостно. И вот как раз из поколения в поколение эта передача опыта идет. Пока вы пишете это письмо, еще раз хочу спасибо вам сказать, дорогие наши выпускники, за вашу энергию, за ваше тепло, за то, что вы готовы делиться друг с другом и давать такие напутственные, важные слова поддержки ребятам, которые только-только сейчас войдут в этот новый, интересный путь. Вы написали уже письмо? Все самое важное? Вы тоже пишите письма. Наши советы и опыт, возможно, тоже кому-то пригодится. Написали.
Владислав, а вы получали когда-нибудь такое письмо? А хотелось бы? Мне бы тоже хотелось получить такое письмо. На линейку. Вот я только что узнала, что эти письма будут зачитывать 1 сентября на линейках в ваших образовательных вузах, откуда вы к нам пришли. Поэтому можете еще и адресно это сделать. Ольга Викторовна, это будет анонимно, вот спрашивают, или анонимно будет, не переживайте. И вот оживились наши ребята, когда узнали, что это будут зачитывать. Ну что, вы все написали? Да? Пусть энергия, которую вы вложили в учебу, в проекты, в дружбу, станет тем самым топливом, которое понесет вас к самым смелым целям. Пусть ваши мечты не знают границ, и пусть это письмо долетит до каждого первокурсника. Вам аплодисменты! Мы говорили сегодня о будущем, о том, каким мы его видим, проектируем и строим. Но есть кое-что, без которого любое будущее останется просто картинкой. Как вы думаете, что это? И еще? Диплом, люди, карьера. Что еще? Семья. Но еще самое главное – это ваша энергия. Энергия будущего, вера, драйв, желание двигаться. Вот это и самое важное, что может быть. Именно эту энергию сегодня нам подарят люди, которые ее создают и делятся ею через свое творчество. Встречайте! А мне подсказывают, что я могу с вами еще пообщаться. Как это приятно, как здорово. Расскажите мне, у нас есть модераторы в зале с микрофоном. Давайте с вами чуть-чуть познакомимся поближе. Можно вас попросить, модераторы в зале, подойдите к нам сюда. Можно я к вам обращусь? Как вас зовут? Откуда вы к нам приехали? Пожалуйста. Пожалуйста. Меня зовут Дарья, я из города Благовещенск, это Амурская область, Дальний Восток. Амурская область, Дальний Восток. Давайте громче, громче, громче поддержим. Дарья, ну в первую очередь мы вас поздравляем с окончанием. А какие эмоции испытывали, когда получали диплом? Честно, я его не получила еще. Когда будете получать? Я закончила все, у меня лежит диплом, он просто в университете, потому что я работала в лагере вожатой, у меня смена закончилась 15 числа, и 16 я уже здесь прилетела. Ольга Викторовна, видите, самое главное не диплом, а вот именно отдавать свою любовь, свою энергию другим, еще и детям, в детском лагере. Как это здорово. Вам понравился сегодняшний наш праздник? Да, очень понравился. Я встретила знакомых людей, и очень приятно осознавать, что за все время обучения в университете я успела побывать на разных форумах, и столько друзей со всей страны сегодня я повстречала. Вот спасибо большое, Ольга Викторовна. Вообще не перестану благодарить судьбу, страну нашу за такую возможность. Нет, я была у себя в регионе, да. Как здорово! Вот действительно ради этого и стоит и приезжать, знакомиться, обзаводиться новыми друзьями. Это очень важно. Ольга Викторовна, спасибо вам за такую возможность. Да, спасибо. Продолжаем знакомство. Как вас зовут? Откуда вы к нам приехали? Пожалуйста, молодой человек, можно я иду к вам в зал? Все, сама. Молодой человек, вернитесь, пожалуйста, к нам с микрофоном. Как вас зовут? Меня зовут Владимир, я из города Сыктывкар. Сыктывкар, ребят, пожалуйста, со всей страны мы сегодня приехали, поддерживаем. Какие эмоции испытываете сегодня? Очень положительные эмоции. А вы диплом получили? Да. Но я не получил докторскую, ну то есть я получил среднеспециальное.
но все равно я был в колледже при вузе, и я получил все эти эмоции за 3 года обучения, как и студенты бакалавриата и другой направленности. Да, я поступаю как раз-таки. Так что Куда поступаете? туда же. Туда же. Кем Сыктывкарский будете? государственный университет имени Екатерины Сорокина. Буду, сейчас я сетевой системный администратор, буду учиться на направлении прикладная информатика. Прикладная информатика. Прекрасно. Ну что, дорогие друзья, наш сюрприз уже готов. И я с радостью приглашаю на эту сцену прекрасную семейную пару. Прекрасный дуэт. Нэнси и Сидоров. Громче, 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 друзья! Привет, дорогие мои! Я безумно рада вас видеть. Спасибо вам, что вы сегодня с нами. Проходите. Громче, громче, друзья! Все ради вас. У нас сегодня невероятная атмосфера царит в зале, и напомню вам, что здесь мы собрались только ради вас. Поэтому, если у вас появятся вопросы к нашим ребятам, они готовы отвечать на любые ваши вопросы, но помним, что тема нашего мероприятия и слоган нашего прекрасного всероссийского студенчества какой? Энергия будущего. Поэтому мы сегодня говорим про энергию, про будущее, про то, что вас интересует. И все вопросы вы сегодня можете адресовать вот этой очаровательной паре. Удивительное начало. Всем здравствуйте, ребята. Во-первых, от всей души поздравляем! Лучшие выпускники. Это невероятно круто. Со всей страны. Очень классно. Честно, невероятно приятно и, гордо находиться сегодня здесь, находиться среди вас. Вы огромные молодцы, правда. Мы уже со стороны, знаете, более старших товарищей, можно сказать так, даже где-то по-родительски, смотрим на вас и, правда, искренне гордимся. Вы огромные молодцы, вы проделали невероятный путь. Вы, правда, очень-очень крутые. Эти аплодисменты вам. Я сейчас понял, что я как, знаешь, такой партизан, шпион сижу. Среди лучших студентов сидит человек, который не закончил. Но не будем о грустном. Поехали. Что тебя останавливает? Все впереди. Что останавливает? Что тебя останавливает? Очень хороший вопрос. Есть несколько причин. Первая причина. Нельзя. Вот. Давайте поехали. Поехали дальше. Не будем. Как уже было сказано ранее, на все вопросы мы готовы ответить. Будем невероятно рады любому диалогу. Ну, сегодня выпускной — это тот момент, когда все задумываются, конечно, о будущем. Был ли у вас такой момент, когда вы осознанно поняли, что вы хотите посвятить свою жизнь музыке? Кто начнет? Ну, давай я начну. Давай. Исправлюсь немножко. Фишка в том, что, мне кажется, выбор направления работы, направления творчества, он был сделан довольно давно, примерно лет в 10-12. Дальше требовалось просто понимание, каким образом достичь необходимого результата, получить необходимые знания и так далее и тому подобное. Вот. Поэтому лично у меня какого-то вопроса не стояло. Как только мне сказали, что у меня что-то получается, а я человек, с одной стороны, целеустремленный, с другой стороны, очень ленивый. То есть, если мне сказали, что у меня получается что-то одно, значит, будем делать только это. Вот. И, собственно говоря, вот мне 32 года стукнуло. Из этих 32 лет я 27 занимаюсь музыкой. И в целом мало чего, кроме музыки, я умею, но основная задача человека, который ничего не умеет, это много работать и зарабатывать, чтобы, если у тебя что-то сломалось, найти человека, который это сможет починить. Вот. Вот такая вот удивительная история. В моем случае все было немножечко наоборот. Я занималась очень-очень много чем. И знаете, как, наверное, максимально такой творческий ребенок, у которого мысли периодически бежали быстрее, нежели чем я могла даже себе представить. Мне хотелось быть за свое детство и за свое юношество всеми подряд.
Я хотела быть актрисой, я хотела быть экспертом-криминалистом, я хотела быть ветеринаром, я хотела открыть свой зоопарк именно с большими кошками в Новой Зеландии, пыталась понять, каким образом можно как-то что-то вот такое придумать, сколлаборировать. Я хотела уехать учиться, вообще вот исследовать мир, я хотела делать все подряд. А в 9 классе я решила, что я буду, наверное, журналистом, но на всякий случай попробую поступить в колледж при Российской академии музыки имени Гнесиных. И здесь вопрос на самом деле стоял, я думаю, как и у очень большого количества ребят, которые поступили. Вопрос стоял в том, получится ли у меня поступить на бюджет, потому что это на тот момент для моей семьи было достаточно большой суммой, и, соответственно, все зависело от того, будет ли у меня вот это вот заветное бюджетное место. И я готовилась буквально месяц, то есть если, как Олег рассказывает, что вся жизнь была положена для зарабатывания именно профессиональных, максимально крутых знаний, то у меня это все было из серии «Авось получится, наверное, что-нибудь». Да, и вот именно с таким настроем 1,5 месяца я учила музыкальную литературу, 1,5 месяца я вспоминала сольфеджио, потому что музыкальную школу я благополучно бросила в тот момент, когда мы начали с родителями много переезжать, у меня не было возможности заниматься на фортепиано, и поэтому, собственно, мои старания в музыкальной школе, они прекратились. И вот 1,5 месяца подготовки, заветное место на бюджете, и я подумала, вот теперь это точно знак. И после колледжа по специальности артист эстрады, педагог по вокалу, дальше уже была академия имени Гнесиных, где я закончила менеджмент музыкальных искусств. Специальность у меня такая. Вот. И, на удивление, закончила с красным дипломом. 2 раза. Настя, как ты думаешь, это больше вера в себя или вера твоих близких в тебя помогла? Это умение коммуницировать. 200%. Я не буду говорить, что я невероятно подкованный и человек, который в чем-то невероятно круто разбирается. У меня рядом есть Олег, который, как уже упомянул, пока еще не имеет высшего образования в своей профессиональной сфере, но я думаю, все изменится, который является невероятным профессионалом. В моем случае у меня просто получалось находить общий язык что с педагогами, что с одногруппниками, где-то вместе коллаборировать, где-то пытаться что-то вместе придумать, и где-то, где у меня не хватало каких-то знаний и компетенций, получалось взять за руку человека, у которого эти компетенции были. И в итоге мы вместе вот так вот аккуратненько пришли к тому, что у нас на курсе синий диплом был у 1 человека, у 2. У 2 человек всего синий диплом, все остальные закончили с красным, потому что мы максимально друг друга поддерживали, максимально помогали и старались закрывать вот так вот пробелы в знаниях друг друга, что, мне кажется, до сих пор невероятно помогает и в профессиональной деятельности, и в дружбе, в общении в целом с людьми, потому что, как вы могли заметить, я очень люблю говорить. Вот, и соответственно, это всегда помогало, и дай бог будет дальше помогать. Но вы семья, и поддержи своего супруга в поступлении в высшее образовательное учреждение. Ольга Викторовна, до какого числа принимаются заявки? Так, только тогда, когда он сам захочет. Да. Мы не давим. Тут ситуация в чем? Это, знаете, сначала такую историю издалека расскажу. У меня есть старшая сестра, она меня на 14,5 лет старше, моя родная сестра. И звонит она мне как-то недавно, где-то около года назад, и рассказывает историю про свою соседку, подругу, у которой есть дочь. И вот ее дочь отучилась на 1 курсе, медицинская специальность какая-то, прям все классно, замечательно. И тут она приходит домой такая счастливая и говорит: «Мам, а я не хочу. Вот я больше не хочу». Дочь, давай подумай. Такая: не-не-не, я уже все забрала, все, я вот буду год искать. И мне сестра рассказывает это вот с таким удивлением, ошеломлением, серии: представляешь? А я слушаю эту историю, понимаю, что я вот даже горжусь этим человеком, потому что вот я мечтал, что это когда-нибудь скажу, что я доживу до этого момента. Вот вы молодые, вы все-таки от нас, вот этих вот остаточных миллениалов, очень сильно отличаетесь. Потому что с точки зрения образования, да, оно было классное, но, во-первых, вот это дух бунтарства, во-вторых, бывает такое, что люди с одинаковым паспортным возрастом, кто-то из них созрел для чего-то, кто-то из них не созрел. И самое важное, мне кажется, в этот момент самому себе признаться и не наделать каких-то ошибок. Оборачиваясь назад, поступил бы я точно так же, как и в
в своей реальной жизни? Вероятнее всего, да, потому что, несмотря на количество каких-то там пробелов, огрехов и так далее и тому подобное, а все мы знаем, что если путешественник во времени пнет камень, все разрушится. Но фишка в том, что вот эти вот решения касаемо моего образования, они меня по итогу привели к тому месту, в котором я сейчас нахожусь. Возможно, через пару-тройку лет, когда нужно будет меньше заниматься достигаторством, удержанием себя и семьи на плаву, возможно, вот тогда спокойненько можно будет взять конспектик и пойти. Я, как жена, поднимаю руку и хочу немножко дополнить. Мне кажется, что ты, вероятнее всего, ты бы как минимум, вернувшись в прошлое, сменил бы специальность. Потому что вот здесь как раз-таки и не хватало той смелости, не хватало как будто бы опыта в смене вот так вот направлений. Потому что раньше, если ты поступал, то ты должен был доучиться. Ну, по крайней мере, мне так казалось. Да, а еще фишка в том, что, ну, не знаю, мне сложно судить с точки зрения каких-то технических, гуманитарных специальностей и так далее, но с точки зрения творческой специализации, как это происходит? Мы всегда опираемся на мнение педагогов, на мнение авторитетных для нас людей, которые прошли через это, но есть один нюанс. Хотя мне кажется, что и у вас тоже система образования, она прогрессирует семимильными шагами. И если раньше для того, чтобы обновить какие-то образовательные стандарты, требовалось пройти какой-то там период 10-15 лет, то сейчас с появлением новых технологий, появлением немножечко другого мнения, другого ракурса, раз в 2-3 года у нас меняется и отношение к специализациям, и отношение к методу обучения. Особенно при условии, что твой факультет был компьютерная музыка, аранжировка. Да. То есть это то, что развивается вот так. Если... Вопрос. Есть ли кто-нибудь с факультета международных отношений? Есть. Вам аплодисменты. Вы крутые. Ну, наши ребята Вы все смелые, крутые, ребята. креативные, и я уверена, они уже готовят к вам вопросы. Поэтому, если у кого-то появилось желание пообщаться, поднимайте свои руки, мы сразу перейдем к вам. Модераторы, подходите с микрофоном. Ну, а пока я спрошу, вот вы ведь не только коллеги по сцене, вы не только партнеры на сцене, вы семья, вы красивая семья. Согласитесь со мной? Вот как вам кажется, в чем преимущество такого союза, когда вы смотрите вдвоем на это будущего? Можно я? Давай. Знаете, есть такой мем. Сидят вот так вот два человека, смотрят вдали такие: фу, как некрасиво, мне тоже не нравится. Вот это вот мы. Потому что самое главное — найти человека, найти своего человека, который вместе с тобой будет, как вы правильно сказали, смотреть в одну сторону. И когда вы можете разделить не только самые позитивные эмоции вместе, но и какие-то внутренние переживания, терзания, когда вы идете в одном направлении, аж закашлялась, когда вы идете в одном направлении, когда вы видите будущее приблизительно одинаковое, и когда вы готовы, если что, его чуть-чуть корректировать, чтобы вам обоим было комфортно, вот тогда это круто. И мы очень часто говорим на тему того, что у нас нездоровые созависимые отношения. То есть сейчас принято, сейчас очень часто говорят на тему того, что у каждого человека должна быть там максимальная своя личная свобода, что там определенное количество времени кто-то может только находиться рядом со своим партнером, потому что, мол, не хочется вот как-то слишком сильно подпускать. У нас это вообще не так работает. Мы вот как познакомились в 2017 году, мы расставались на какие-то мизерные промежутки времени, и до сих пор, если кто-то уезжает дольше, чем на 3 часа, это проблема, потому что мы настолько привыкли быть вместе всегда, что ну, вот в этом нашем маленьком мирке нам максимально комфортно. И самое потрясающее, что у нас еще есть третий персонаж в этой игре, наша дочка, которая воспитывается точно такой же сумасшедшая немножко, и это всегда очень-очень смешно, когда Олег подходит, меня обнимает, она в эту же секунду должна подойти и обнять нас двоих, потому что для нее вот тоже настолько же важно постоянно находиться вместе, постоянно там проявлять каким-то образом и физически вот эту вот какую-то любовь высказывать, подойти, обнять, поцеловать, вот как-то вот так. И для нас это максимально комфортная история. Для кого-то комфортная может быть совершенно другая. Мы вот с подругой недавно обсуждали, что у нее потрясающие, восхитительные отношения. Но для нее максимальный комфорт, когда она, приходя со своей работы,
не посвящает своего мужа в то, что происходило на работе. Она хочет оставлять это вот где-то там, за закрытой дверью, а дома быть просто женой, просто человеком, который приготовит вкусный ужин, который вместе там поболтают, посмотрят фильм, обсудят новости и так далее. У нас наоборот. Главное просто найти человека, с которым вы замэчились. И еще один совет. Почаще соглашайтесь с женой. Вот, все. Прекрасный совет. И у нас готовы к вам вопросы. Уля. Пожалуйста. Добрый вечер, меня зовут Ирина. У меня к вам такой вопрос. Сегодня мы говорим про энергию будущего, про человека будущего. И к вам такой вопрос. Каким главным качеством должен обладать этот человек с учетом того, что сейчас есть некая конкурентность именно с технологиями, а все-таки человек ведет за собой сообщество, в нашем случае это студенческое сообщество. Каким должен быть этот человек? И, наверное, какой бы совет вы дали этому человеку? Спасибо. Можно первое скажу? Давай. Просто вот так быстро вкину. Умение адаптироваться, потому что все очень быстро меняется. Все меняется быстро во всех аспектах нашей жизни, во всех сферах нашей жизни. И если слишком долго на чем-то фокусироваться, ты можешь просто не успеть чисто физически переключиться. Коммуникация, умение, правда, выстраивать длительные отношения и позитивное мышление. Все, больше ничего не надо. Это как я думаю. Да, вот по поводу конкуренции с технологиями. Фишка в том, что технологии, они все равно управляются человеком сейчас, да, слава богу. И пусть так будет и впредь. В первую очередь понимать, что для каждого человека найдется свое место. А та конкуренция, о которой мы думаем, она чаще всего надуманное и придуманное. Буквально недавно видел такое размышление. Вот представим себе, что вот у нас есть такой нарисованный график из 50 людей, где первый человек — это вот как раз вы, остальные 49. И вы думаете, что вы конкурируете со всеми этими. Примерно 30 человек — это люди, которые вот даже не думают в эту сторону. Из 20 оставшихся 5 человек — это люди, которые бросят после первой, второй, третьей попытки, поняв, что это не их. Еще несколько человек сдастся примерно на середине. И только вот условно 2-3 человека, которые в этой цепочке рядом с вами находятся, они реальные конкуренты. Но при этом получается, что вот такой вот большой конкуренции не пахнет. И у каждого человека найдется свое место. Просто не загонять себя и жить настоящим, потому что без настоящего не существует будущего. Согласилась. А с точки зрения новых технологий, на самом деле вопрос очень крутой, потому что мы, как музыканты, сейчас очень остро чувствуем эту тему. И, например, в начале лета же у нас очень сильно вошли в чарты вот И бум. и треки. Да, вот Да. это вот все. И мы были людьми, которые на самом деле максимально негативно к этому всему изначально отнеслись, потому что, честно, было немножечко тяжеловато. Потому что если сначала использование ИИ, там какой-нибудь невероятно крутой кавер Афросол на Папауте лично мной воспринимался как «Вау, невероятно круто, как же эта искусственная машина смогла настолько круто передать эмоции вокальные», то потом это стало уже очень сильно пресыщать. И ты, когда открывал чарты, ты прям сразу мог понять: так, это сделано ИИ, это сделано ИИ, это тоже сделано ИИ, это мы даже слушать не будем. Но сейчас мы пришли на самом деле к мнению, что в любом случае ИИ — это что-то второсортное. То есть это не второсортное, это некрасивое слово, второстепенное, вторичное. Да, и в любом случае первоисточником всегда будет человек, всегда будет вот это вот первое действие человека, первое желание человека. И искренним оставаться живым, сохранять вот это вот максимальное что-то свое. Только человек может передать ту или иную эмоцию, и зритель, слушатель ее считает. Да. Дорогие друзья, у нас есть еще вопросы. Спасибо. Пожалуйста, модераторы, подходите с микрофоном. А для вас самих что означает энергия будущего? Ой, нам бы с энергией настоящего определиться в целом. Это желание, это стремление, это желание развиваться в первую очередь, это желание увидеть, что же будет дальше. А еще энергия будущего, если смотреть с точки зрения семьи, это наши дети. И да, с одной стороны, дети — это попытки родителей, как это по-русски-то? Гиперкомпенсировать. Гиперкомпенсировать все свои желания. А с другой стороны, мы же с вами прекрасно понимаем, что у нас это не получается, и дети всегда выбирают свою дорогу. Поэтому вот энергия будущего — это дети. Для меня энергия будущего — это вера в хорошее.
Я почему-то сейчас сижу и думаю, что я никогда не представляла, вот если говорить о каком-то красивом будущем, вот оно у меня никогда не представлялось каким-то плохим. Для меня это всегда что-то максимально футуристичное, что-то светлое, где почему-то вот очень зелено, при этом технологично, и люди максимально счастливые. Вот знаете, такая вот детская картинка. Ты описала нашу страну. Да, так и есть. Пожалуйста, в нашей аудитории есть к вам вопросы. Пожалуйста, вставайте, у вас есть микрофон. Отдайте, пожалуйста, микрофон. Скажите, как вас зовут и откуда вы к нам приехали? Здравствуйте, я Анжелина из Казахстана, закончила Кемеровский государственный университет. Вы у нас, кстати, были в гостях. Да. Да. У меня вообще два вопроса. Первый, это, конечно же, как на ваш взгляд, да, то есть какой, да, то есть какая... Не волнуйтесь. Какая энергия будущего, на ваш взгляд, является как раз-таки у нынешнего поколения? Вот для нас вот какая энергия? Что является энергией будущего именно нынешнего поколения? Да. То есть вот движущая энергия будущего для нашего поколения, на ваш взгляд, какая она? Это очень крутой вопрос. Спасибо тебе большое. Сейчас ко второму вернемся. На самом деле, здесь есть люди, кто родился до 2000-го? Нет? Ура! Два человека. Класс! Мы тебя запомнили. Да, супер. Я просто родилась вот уже так, подбираясь к 2000 году, но все-таки еще вот в новое десятилетие не шагнув. И я на самом деле настолько восхищаюсь тем, насколько вот люди, которые буквально на 3-5 лет младше меня, насколько вы открытые, насколько вы не боитесь сказать о своих эмоциях, о своих чувствах, объяснить, что вам не нравится, что вам неприятно, когда с вами так коммуницируют. Вы выстраиваете границы, при этом всем остаетесь максимально честными с собой. Это очень дорогого стоит, потому что лично меня там ввиду моего воспитания, ввиду экосистемы, в которой я росла, меня учили быть хорошей. Меня учили, что нельзя как-то слишком сильно ранить, слишком часто говорить «нет», как-то всегда же можно кого-то обидеть, и почему-то все время учили думать о чувствах другого человека, нежели о моих. И это очень-очень сложно искореняется, особенно когда ты девушка. Это прям вообще на самом деле катастрофа. Вы другие в этом плане. И даже если у вас есть такая же проблема ввиду социума, в котором вы росли, вы с ней справляетесь в разы легче. И я смотрю на девчонок, на парней, которые настолько классно обозначают свою позицию, при этом всем никого не ранив. Это настолько круто, что вы умеете вот так вот обмениваться своим мнением. Я считаю, что в этом очень-очень... Эта энергия, эта часть вашей энергии, она одна из самых движущих. Да. И второй вопрос. Олег, а ты как считаешь? Я соглашаюсь. Почему? Это моя энергия. Потому что я, правда, с тобой согласен. Моя энергия соглашаться. И второй вопрос. Знаете, вот мем «Я решил стать пилотом». И вот... Мем еще разочек. Мем такой «Я решил стать пилотом». Пилотом. Да, и вот получается, как убрать вот этот вот страх и влиться в новую смену, да, то есть кардинально сменить профессию, кардинально сменить вот деятельность, да, и не бояться начать с нуля. А ты правда решила стать пилотом? Нет. Но стюардессой, тогда немножечко тянет. Это очень круто. Я просто панически боюсь летать. Для меня вот любое сейчас заявление, что пилот, что бортпроводница, это вот... Мне плохо стало сейчас, это очень смело. Дам краткий ответ. Страшно будет всегда и везде. Не сейчас, так потом. И, возможно, лучше побояться сейчас, чем потом бояться еще сильнее. Идти туда, где страшно, да. И правда, как человек, который до 16 лет катался на американских горках, а сейчас в 32 меня дочка тащит, и я такой: о, господи, нет, пожалуйста. Лучше все эти моментики решения проб и ошибок пройти как можно раньше. Спасибо большое. Мы исчерпывающе ответили на этот вопрос. Пожалуйста, следующий финальный вопрос. Всем здравствуйте. Я очень хотела поднять руку, потому что я являюсь выпускницей из очень маленького города, который вообще, скорее всего, никто не знает, город Мценск. Являюсь выпускницей Мценского филиала Орловского государственного университета. Вам наши аплодисменты. А мы проезжали через ваш город. А кто вы по профессии? Я специалист по гостиничному бизнесу. Прекрасно. Хотела спросить у Анастасии вопрос. Участвовали ли вы в каких-то студенческих мероприятиях или являлись в студенческих отрядах? Вот как интересно, вопрос мне, а отвечать на него будет Олег.
я нигде не участвовала. По той простой причине, что в тот момент, когда я училась в ВУЗе, я поступала в год, когда начался ковид. Соответственно, поступление у меня было уникальное, специфическое. Момент обучения, он тоже был очень интересный первые 2 года. Плюс ко всему так вышло, что причина, по которой я решила получить высшее образование, была в том, что мы с Олегом узнали, что у нас будет ребенок, а я где-то прочитала, что клетки мозга отмирают во время беременности, и решила, что мне очень нужно выучить экономику. Вот, и, собственно, это была причиной, по которой я поступила на бюджет в Гнесинку. Первая сессия была с перерывом народы. Что? Первая сессия была с перерывом народы. Да, первая сессия с перерывом народы. Поэтому как бы мое обучение в ВУЗе было, немножко нетипичное. А с точки зрения учебы Олега, вот он вам расскажет. Да, за те немногие годы мы навели шороху. Нет, фишка в том, что вот как раз именно на мой где-то 2-3 курс выпало желание ректората восстановить студенческий совет, чтобы это все было классно, власть студентам, вот. И это было, правда, интересно, это были интересные там 1-1,5 студенческой жизни. Мы из палок и чего-то еще другого создавали из ничего буквально какие-то праздники, КВН и так далее и тому подобное. Во многом мы были новаторами. Мы запустили, вот, между прочим, Гнесинское музыкальное училище входит в 5 первых, у кого появилось свое подслушано. Вот. Я только сейчас понял, что некоторые могут сейчас даже не знать, что такое подслушано. Знают они все. Знаете, да? Ну вот. Ну ладно, хорошо. Вот, и это было здорово, интересно, но сейчас, катаясь по России, наблюдаю за тем, сколько у вас есть реально возможностей, и самое главное, что вас слышат. Мы, правда, очень много историй слышим от студентов, которые рассказывают, вот мы пришли с такой-то инициативой, нам сказали, ну да, давайте, конечно, без проблем, сейчас все это оформим, все классно. Поэтому мы вам по-белому завидуем, на самом деле не завидуем, а просто радуемся, потому что у нас вот буквально через 13 лет дочка пойдет куда-нибудь учиться, а это значит, что у нее все будет еще лучше, чем у вас. Вот. Ха. Все, спасибо. Дорогие мои, я знаю, что вы сегодня приехали поделиться своей энергией с нашими выпускниками, но перед тем, как мы перейдем к выступлению, я хочу попросить вас дать главные напутственные слова этим ребятам, которые начинают свой главный путь в жизни. Вы так все достали телефоны, а мы как будто бы, Здесь должна была начаться вот эта вот музыка такая, та-та-та-та-та, и такая, ваш корабль взрослой жизни отправляется в далекий... Давай, начинай. Да, в принципе, мне кажется, что мы нового вам сейчас ничего не скажем с точки зрения того, что вы от нас слышали. Не бойтесь ошибаться. Не бойтесь признаваться самим себе в ошибках, потому что, правда, иногда можно выбрать что-то не то. И самое главное себе в этом признаться и найти то, что вам правда по душе. Вы себе, когда вам исполнится 30-35, скажете огромное спасибо, а самое главное, вам скажет огромное спасибо ваша половинка и ваш ребенок, потому что они будут видеть вас в более хорошем настроении. Мне бы хотелось закончить цитатой. На самом деле все достаточно просто. Лучше сделать и пожалеть, чем через годы пожалеть, что не сделал. И просто идите, просто пробуйте, как сказано уже было Олежей. Ошибайтесь, лажайте. Это ваша жизнь. Никто вообще не вправе вам что-либо говорить. У вас все будет хорошо. Вы рождены сиять. Так сияйте. Но от себя лично я хочу вам пожелать веры в себя. Беречь своих друзей, которых вы обрели в институтские годы. И я уверена, что именно с этими людьми вы пойдете по жизненному пути. А сейчас... энергия будущего уже здесь, на этой сцене. Давайте достойно поприветствуем ребят Нэнси и Сидоров. А происходит, подождите, магия. Та-да-дам. Меняемся. Давайте поддержим аплодисментами. Поехали. Ты готова? Да уже запустили.
Давай еще красивее. Несенька финиш. Я закрыла двери молча, выкинула ключ, стены помнят прошлое. Они все поймут, только сердце быстро так отсчитывает дни. 5 секунд до выстрела. В жизни без любви. И что ты скажешь при нашей встрече? Глаза не врут нам, и бесконечность. Пока на небе ни одной звезды, только я и ты. Встречная полоса, наши пути на Млечном небеса пересекутся, и мы как безумцы связаны отныне вечно молодые. Встречная полоса, наши пути на Млечном небеса пересекутся, и мы одним курсом связаны тут и там. А я меняю маршруты, и каждое утро дорога петляет, как мысли о чуде. Если есть хотя бы один шанс, я буду честной, даже еле дыша. Я найду это место, подожди чуть-чуть. Нам еще осталось мое счастье тут где-то заплутало. Пусть новый день катится за горизонт, просто знай, мне с тобой повезло. И вам тоже повезло. Встречная полоса, наши пути на Млечном небеса пересекутся, и мы как безумцы связаны отныне вечно молодые. Встречная полоса, наши пути на Млечном небеса пересекутся, И мы одним курсом связаны тут и пересекутся, и мы как безумцы. связаны отныне вечно молодые. Встречная полоса, наши пути на Млечном небеса пересекутся. И мы связаны тут и там. Ура! Слышно нас хорошо? Все, отлично. Ну что ж, следующая песня будет такая же веселая. Называется она «Не думаю». Хорошая она такая. Вон там, вон по бокам будет немножечко подсказок на припеве. Чуть-чуть, вот так, чуть-чуть караоке мы решили сегодня устроить, но надо же как-то веселиться. Поэтому 3, 2, 1, начинаем. А здесь иная. Я не думаю о тебе. Не будет красоты. Ночью, когда засыпаю, утром, когда просыпаюсь, думаю о тебе. Нет, я себе не признаю, что без тебя умираю. Думаю о тебе. Может, я правда тупой, Может, я правда тупая. Думаю о тебе. Нет, я себе не признаю, что без тебя. Пустые вагоны, метро, слегка недопитый чай. Молча по кольцевой, холодный рассвет встречай. Ты просто сон, а я никак не проснусь. сжимаю свою ладонь. Под кожей нащупав пульс. Все обещания нещадно пропусти. Я забираю, нет, не рано сказать прости. Вкус соленый на губах этой слабости. Кто кого отпустил? Я не думаю о тебе. Ночью, когда засыпаю, утром, когда просыпаюсь, думаю о тебе. Нет, я себе не признаю, что без тебя умираю. Думаю о тебе. Может, я правда тупой, Может, я правда тупая. Думаю о тебе. Нет, я себе не признаю, что без тебя. бесследно не умру, ни ты, ни я не долез. Вернувшись домой к утру, надеюсь увидеть здесь вещи на спинке стула, недопитый чай. А я вряд ли позвоню, пусть даже еще не скучаю. Все обещания остались дырой в груди. Я замираю, нет, не рано сказать
А вкус соленый на губах — это слабость. Кто кого отпустил? Я не думаю о тебе. Ночью, когда засыпаю, утром, когда просыпаюсь, думаю о тебе. Нет, я себе не признаю, что без тебя умираю. Думаю о тебе. Может, я правда тупой, может, я правда тупая. Думаю о тебе. Нет, я себе не признаю, что без тебя. Кто кого отпустил? Кто кого отпустил? Кто кого отпустил? Думаю о тебе. Я не думаю о тебе. И раз, два, три. Спасибо! Блин, песни все веселее и веселее. У нас по списку просто вау. Смотрите. Кто смотрел сериал «Ландыши»? Знаешь, песня про встречу выпускников, на которую ты не хочешь идти. Привет, так много времени прошло с тех пор. И все такое же. Да, сейчас будет звучать песня «Привет». Очень мы ее любим. Очень она для нас такая важная, потому что написалась она, как мы постоянно говорим на концертах, буквально, знаете, за полчаса. Бывает такое, когда вот что-то тебя максимально в секунду вдохновило. И это был синопсис 2-го сезона, который нам присылали. Это была лишь только разработка. И мы только начинали думать о том, что же там будет происходить. И вот нам чуть-чуть приоткрыли завесу тайны. Мы прочитали, родились стихи. Сначала после этого родилась музыка. Это все правда, вы знаете, так шик. И буквально за 1 час собралось. Поэтому мы еще споем. Надеюсь, получится красиво. Там дальше веселая песня будет. Какая? Одна? Одна. Ура, блин, круто. Поехали. Привет. Так много времени прошло с тех пор. Ты все такой же, может, даже лучше. Твой взгляд как выстрел, так давай в упор. Чтоб не промахнуться, привет. Нет, мне не страшно, что в руке рука, что вокруг нас весь мир почти в руине. Ты не узнаешь, как же я ждала, как же я любила. Я уплываю, и время несется прямо за край. Я тону в твоем образе, ты снова там, без адреса, а я все жду. В замерзающем городе Я уплываю, и время несется прямо за край. Я тону в твоем образе, ты снова там, без адреса, а я все жду. Поверь, было трудно молча отпустить, не видеть лишь тебя в усталых лицах. Мы так хотели этой высоты, что пришлось разбиться теперь. Ты здесь на расстоянии руки, но удержать тебя не хватит силы. И тихо скуп последнее прости. Я тебя любил. Я уплываю, и время несется прямо за край. Я тону в твоем омуте, ты снова там, без адреса, а я все жду в замерзающем городе. Я уплываю, и время несется прямо за край. Я тону в твоем омуте, ты снова там, без адреса, а я все жду в замерзающем городе.
привет. А я все жду привет. А я все жду привет. Спасибо большое. Сейчас будет веселый трек. И это невероятно здорово. На самом деле мы в последнее время пишем в разы больше веселого. И буквально вчера у нас был концерт, где мы показали 4 демки. Ни одна из них еще не вышла, конечно же, и даже не планируется, если честно, к выпуску. Мы еще ничего для этого не сделали. Но вот как-то последнее время, правда, не знаю, с чем это связано. Возможно, с возрастом. Возможно, да даже не знаю, с чем, не хочу думать, с чем. Мы начали писать в разы больше чего-то светлого, чего-то мажорного, чего-то доброго и жизнеутверждающего. И для музыканта это на самом деле очень круто, потому что когда ты подпитываешься какими-то негативными эмоциями, создаешь что-то максимально грустное, максимально такое переживательное, здесь как бы понятно, откуда ноги растут. А когда тебе хочется писать о хорошем, это для нас, честно, это какой-то вот новый уровень развития. И родилась у нас в этом году песня, она называется «Добрая». Добрая песня. Мы очень соригинальничали, ничего другого придумать не смогли. И там есть строчка, которой я супер горжусь, и которую мы даже на мерче напечатали. Она максимально простая, но как будто бы такая иногда важная для того, чтобы быть услышанной, нужная для того, чтобы быть услышанной. Звучит она так. Там, где был снег, будут цветы. И всегда после чего-то плохого обязательно наступит что-то хорошее. И если вам в какой-то момент станет тяжело, знайте, что это точно ненадолго. Как там на кольце, и это пройдет. Поэтому грустные песни прошли, пришла веселая. Поехали. Эта весна оставит следы на твоей и моей памяти. Звезды, как я, или как ты, падают с неба в объятия. Губы к губам, глаза в глаза, пара секунд расстояния. Ближе на шаг, может быть, на двоих одно лишь дыхание. Растерянно крутится земной шар, он больше не будет за нас решать. Ботинки по лужам так громко стучат, и снова промокнет все платье. И руки мои опять дрожат, не спрятаться и не убежать. Не нужно причин, чтобы вернуться назад. Ты есть, и мне этого хватит. Надо все. Невидимый бубен. Да, невидимый барабанщик. Давайте тогда. И раз, два, три, эй! Господи, кто придумал длинный проигрыш? Ты. Эта весна сжигает мосты и ходит по самому тонкому. Там, где был снег, будут цветы, раны затянутся, скоро рассвет. Он меня снова притянет к тебе, тихо ускорится времени бег. Значит, так много, но нужно так мало, всего лишь один человек. Лишь один человек, только один человек. Давай. И руки мои опять дрожат, не спрятаться и не убежать. Не нужно причин, чтобы вернуться назад. Ты есть, и мне этого хватит. Растерянно крутится земной шар, он больше не будет за нас решать. Ботинки по лужам так громко стучат, и снова промокнет все платье. И руки мои опять дрожат, не спрятаться и не убежать. Не нужно причин, чтобы вернуться назад. Ты есть, и мне этого хватит. Ну давайте ручки наверх поднимаем. Помашем, мы на концерте, ребята.
есть, и нам этого хватит. Спасибо! Ну и короночка напоследок. Вторая весна. Поехали. С нас уже хватит расстояний из глупых слов. Отметить на карте, где ты вновь меня ждать готов. С первой минуты, как ты еще верил в нашу любовь, ты начал скучать, чтобы опять повстречать меня где-нибудь вновь. Ты скучаешь, и кажется, что навсегда. Извини меня, милый, время тянется голосом сквозь города. И не до сна, а я скучаю, и кажется, что не придет. Как бы мы ни просили, покрытая памятью наша вторая весна. Наша вторая весна. С нас уже хватит этот сон телефонных гудков. Он снова не кстати, когда сказано столько слов. С первого взгляда, как только случилась такая любовь, я начал скучать, чтобы опять повстречать тебя где-нибудь вновь. Ты скучаешь, и кажется, что навсегда. Извини меня, милый, время тянется голосом сквозь города. И не до сна, а я скучаю, и кажется, что не придет. Как бы мы ни просили, покрытая памятью наша вторая весна. Наша вторая весна. Наша вторая весна. Ты скучаешь, и кажется, что навсегда. Извини, мил, время тянется голосом сквозь города. И не до сна. Я скучаю, и кажется, что навсегда. Извини меня, милый, время тянется голосом сквозь города. И не до сна. Я скучаю, и кажется, что не придет. Как бы мы не просили, покрытая памятью наша вторая весна. Наша вторая весна. Наша вторая весна. Наша вторая весна. Спасибо большое! Нэнси и Сидоров! Ребята, вы невероятно крутые! Спасибо вам, что сегодня разделили этот праздник с нами. Больше шума, друзья! Спасибо большое. Невероятно были рады. Всем до новых встреч и всего вам самого наилучшего. Пока-пока! Друзья, ну на этом наш праздник подходит к концу, но самое главное только начинается. Пусть та энергия, с которой вы сегодня будете покидать этот зал, станет энергией ваших будущих побед. Не бойтесь мечтать, не бойтесь творить, не бойтесь менять мир вокруг себя. И самое главное, верить в себя. Финальным аккордом нашего праздника я хочу предложить вам сделать памятное фото и видео. На вас сейчас на каждом надеты те самые шапочки. Шапочки выпускника. Давайте после обратного отсчета поднимем их высоко над головой, не будем кидать, просто поднимем и долго будем махать с криком «Мы это сделали!». Давайте поздравим друг друга. Обратный отсчет. Вы готовы? 3, 2, вместе, 1.
Мы это сделали! С праздником вас, дорогие выпускники! Счастливого и яркого пути вам! С вами была Юлия Козлова. До новых встреч! С праздником поздравляю каждого из вас! И вы это сделали! Какие вы красивые, какие вы яркие!